Привет всем! У меня на канале ресторан в Хрущевке, и сегодня я научу вас, как приготовить за 10-15 минут невероятную, потрясающую, восхитительную, самую настоящую пасту а-ля карбонара по классическому итальянскому рецепту. Подписывайтесь на канал, смотрите ролик до конца, и в конце будет для вас подарок. Так, ребят, для рецепта нам понадобится 150 грамм настоящей итальянской пасты, обязательно макароны из твердых сортов, спагетти, дальше на ваш выбор. Второй супер важный ингредиент — это грудинка, сырокопченая грудинка, нежная, с ароматом вот этого вот копчения. Если у вас есть возможность взять там в травах, в каких-то специях, это будет прекрасно. Берите чуть пожирнее, вот у меня сегодня не нашлось кусочка, но для карбонары это важно. Нам нужно 100 грамм тертого итальянского сыра. Могут быть у вас разные варианты итальянского сыра. Я советую выбрать из Reggiano Parmigiano, maybe Pecorino Romano или Grana Padano. Достаточно соленый, что позволит вам не солить сами макароны и балансировать здесь за счет грудинки и сыра. Итак, у меня 3 желтка и обязательно, конечно же, любая красивая микрозелень на выбор для украшения нашего блюда. И это все ингредиенты, которые нам понадобятся. Когда первый раз я приготовил этот рецепт, я был в невероятном шоке от того, насколько с такими простыми ингредиентами можно приготовить такую потрясающую пасту. Все, погнали готовить! Первым делом забрасываем пасту вариться. Поворачиваем, бросаем. Я напоминаю, ни в коем случае в этом рецепте не нужно солить воду. Потому что у вас соленый продукт грудинка, у вас соленый итальянский сыр. В крайнем случае, если вам мало соли, то в конце вы сможете это как-то подрегулировать, сбалансировать. Макароны варим минус 1 минута, которая написана на упаковке. То есть, если у меня написано 10 минут, минус 1 минута для того, чтобы вот было аль денте. Наша задача порезать грудинку достаточно крупными кусками. Сначала мы обрезаем шкуру. Все, и теперь мы нарезаем грудинку, измельчаем. Нужны такие достаточно увесистые будут куски. Так, перед тем, как обжаривать бекон, делаем соус для пасты. Задача этого соуса — придать нашей пасте кремовый, сливочный, яркий вкус сыра. Итак, мы смешиваем желтки с нашим сыром. Задача просто перемешать. Для того, чтобы этот соус был чуть-чуть другой консистенции, и потом для финального штриха в этом рецепте, итальянцы всегда берут воду из варящейся пасты. То есть берут достаточно воды, набирают, да, прямо из пасты. Так, вот мы сюда добавляем, и он становится более, жидкий. Все, соус оставляем постоять. Наша задача сейчас обжарить бекон. Мы поставили сковородку на большой огонь и без масла, естественно, забрасываем сюда бекон. Все, мы жарим на большом огне бекон. Важно, не солим, не перчим бекон дополнительно, потому что он достаточно соленый, он сырокопченый. Если вдруг взяли сырой, то, конечно, да, там по вкусу можно что-то добавить. В классическом итальянском рецепте это панчетта. Это сырокопченый бекон, который коптится в травах в том числе, для получения лучшего аромата. Мы жарим нашу грудинку до хрустящей корочки, пока основная часть жира из него не выжарится. Но посмотрите, у нас уже вот достаточно большое здесь количество. Это хорошо. Смотрите, все, наш бекон уже, наша грудинка достаточно уже выжарилась. Посмотрите, как много здесь у нас вот жира. Она хрустящая, красивая. Я думаю, что очень вкусно. Запах, по крайней мере, потрясающий. Так, все. Мы закидываем сюда наши спагетти.
И сюда же мы забрасываем наш соус, который у нас лежит отдельно. Уменьшаем огонь до минимума. Нам нужно сюда чуть-чуть воды. Я напоминаю, что это вода, которую мы достали из пасты. Смотрите, воды еще мало. Еще немного воды. Чтобы соус был не сухим, а более жидким, кремовой такой консистенции. Почти как в ризотто. Кто не смотрел ризотто, вот ссылка на рецепт. О, посмотрите, посмотрите, какая она кремовая, красивая. И, конечно, аромат невероятный. Что паста. Вот, посмотрите, тут везде соус. Если видим, что соус еще густой, то добавляем немного воды, чтобы он не схватывался. Все, пару минут и снимаем. Снимаем с плиты и будем выкладывать на тарелку. Все, ребят, теперь наша задача, конечно же, как в любом ресторане, красиво все это подать. Поэтому мы берем, выкладываем в центр тарелки. Вот у меня такая красивая глубокая тарелка. Вам советую приобрести примерно такую же. Потому что для пасты лучше тарелки просто нет. Вот так можно закрутить. Обычно в ресторане именно так и подадут вам. И немного бекона сверху. Здесь важный момент. Вот тут много перца. И микрозелень для украшения. Посмотрите, какое потрясающее прекрасное блюдо у нас получилось. Паста а-ля карбонара. Всего 10-15 минут и лучше, чем в любом ресторане. Ребята, ну что, самая классная часть. Давайте пробовать нашу прекрасную спагетти а-ля карбонара. Я уже не могу удержаться. Все, я уже буду пробовать. О, посмотрите, какая она кремовая. И грудинка здесь просто вот прям дает аромат шикарный. Итак, пробуем. Ребят, что я могу сказать? Это просто невероятно. Это потрясающий, простой, восхитительный рецепт. Обязательно всем попробовать. А я напоминаю про подарок, который я обещал в начале. Это промокод у Биозелень Минск на шикарную микрозелень, которую вы можете использовать для своих блюд. Все детали будут в комментариях. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Делитесь своими впечатлениями от моего рецепта и своими пожеланиями на будущее. Пока-пока!